Привет, друзья! На нашей планете обитает огромное количество различных насекомых, все виды которых невозможно даже сосчитать. Многие из них привычны для людей, в то время как некоторые способны удивить даже зоологов своим странным поведением или необычным внешним видом. На самом же деле, странный вид нужен им вовсе не для красоты, а чтобы слиться с окружающей средой, скрыться от хищников, или использовать элемент неожиданности в атаке. С вами канал Top Smiles, и сегодня мы поговорим с вами о самых необычных насекомых планеты. Поехали! Гусеница-змея. Это существо настоящий шедевр природы. Ее очень трудно увидеть, и встречается она только в тропических лесах Мексики и Центральной Америки. В состоянии покоя, это чудо природы под официальным названием Хамероплана стриптолемос выглядит вполне обыкновенно. Такая себе серо-коричневая гусеница, но в случае опасности претерпевает удивительную трансформацию. Вцепившись задними лапками в дерево, она поднимает переднюю часть тела и изгибается подобно готовящейся к броску ядовитой змее. Треугольная голова, свирепые глаза и блестящая чешуя. Все это создает достаточно угрожающий вид, который частенько отпугивает врагов гусеницы, причем человека в том числе. Для большей убедительности она даже начинает совершать небольшие покачивания вперед-назад, таким образом имитируя готовность змеи к броску. Но, как и всех гусениц, через некоторое время ее ждет перевоплощение в бабочку, а очень жаль, ведь пропадает такая актриса. Гигантский австралийский палочник. Палочники являются отрядом тропических насекомых, который включает в себя более 3000 видов, и без сомнений представляет одно из самых необычных насекомых на планете. Их окраска работает как камуфляж, делая практически невидимыми, а форма тела в полной мере позволяет маскироваться под ветки и листья деревьев. Так, например, при испуге, они в буквальном смысле слова застывают в какой-нибудь причудливой позе, пока опасность не минует. Палочники покрыты крупными колючими шипами, которые служат одновременно и камуфляжем, и защитными доспехами. Размеры насекомого в зависимости от вида в среднем составляют от 10 до 30 сантиметров. Являясь экзотическими насекомыми, обитают в основном в тропических и субтропических лесах Юго-Восточной Азии. В странах СНГ же встречаются очень редко. Насекомое практически всеядно. Им может питаться розой и шиповником, малиной и ежевикой, яблоней и абрикосом, а также дубом. Большую часть времени палочник проводит на деревьях, слившись с окружающей средой, но если чувствует угрозу, то тут же встает на дыбы и выставляет свои передние конечности, при этом выпуская специальное химическое вещество для отпугивания хищников. Человек воспринимает этот запах как аромат арахисового масла. Жук Геркулес. Это необычное насекомое, которое встречается на берегах Карибского моря, на территориях Центральной Америки и Южноамериканского континента, и при среднем размере тела более чем в 15 сантиметров, считаются самыми крупными жуками на планете. Свое имя они получили в честь древнегреческого персонажа Геракла, который по легенде был наделен необычайной физической силой, и в свою очередь жуки-геркулесы тоже не промахи, и способны поднимать вес, который в 800 раз больше их собственного. Отличительной чертой являются два длинных зазубренных рога на голове и передней спинке, которые направлены вперед, и средний размер жука вместе с наростами составляет около 17 сантиметров. Самки же рогов не имеют, и соответственно значительно меньше самцов. Их длина составляет около 8 сантиметров. Жуки-геркулесы абсолютно безвредны и не несут угрозу ни человеку, ни его сельскохозяйственной деятельности. Питаются опавшей листвой, старой древесиной и древесным соком, а также перезревшими фруктами и ягодами. Сейчас популяция жука-геркулеса находится на грани исчезновения, по причине вырубки лесов и неблагоприятной экологической обстановки. Суринамская фонарница. Это насекомое имеет необычный вид, который настораживает хищников и удивляет людей, и являясь крупным крылатым созданием, суринамская фонарница, или же светоноска, имеет голову необычной формы, которая напоминает крокодилью. Представители семейства считаются крупными особями и достигают в длину около 9 сантиметров, при размере головы в 2,4 сантиметра. Кроме того, светоноска имеет большой размах крыльев, составляющий порядка 15 сантиметров. Насекомое обитает в тропической лесистой местности Южной и Центральной Америки, а также в Мексике. На ее крыльях располагаются так называемые ложные глаза, и получается, что светоноска имеет два средства защиты. Если голова не отпугнет хищника, то глазастые крылья сделают свое дело.
Питается фонарница соком растений, и для человека является полностью безопасной. Хотя в Венесуэле, Эквадоре и Колумбии существует поверье, согласно которому укус этого насекомого является смертельно опасным для человека. Но если он в течение суток займется с кем-то любовью, то яд не подействует. Гусеница ламония. Издавна известно, что множество насекомых и гусениц вызывают раздражение и ожоги. И это является их естественной защитой, ведь выпуская яд при соприкосновении с ними, они таким образом отпугивают хищников, желающих ими полакомиться. Ламония, несомненно, является самой опасной гусеницей на планете, способной выпускать такое количество токсинов, которое запросто может убить человека. Обитая в тропических лесах Бразилии, эту гусеницу называют ленивым клоуном среди насекомых. И, к сожалению, это название не отражает истинной сути ее сущности. Всего лишь одно прикосновение к этому созданию может обернуться отказом почек, разрушением эритроцитов и кровоточивостью тканей. И что самое неприятное, они идеально маскируются под окружающую листву и растения, поэтому увидеть ламонию практически невозможно. Встреча с таким насекомым не сулит ничего хорошего, и если не дай бог дотронуться до нескольких сразу, почти наверняка случится смертельный исход. К сожалению, каждый год регистрируется несколько смертельных случаев, приписываемых ламонии. Вот несколько итогов встречи с ней. А этим представителем мира насекомых интересуются не только зоологи, но и военные инженеры. Называют его жуком-бомбардиром, или бомбардиром-трескучим, за умение в случае опасности стрелять едкой жидкостью, разогретой до 100 градусов по Цельсию. Вырываясь из задней части брюшка, жидкость превращается в пар, образуя дымовую завесу, прикрывающую отступление, и при попадании на тело своих врагов, вызывает болезненные ожоги. Зная таков нрав жучка, редко кто смеет его тревожить. При изучении насекомого было установлено, что специальные железы вырабатывают перекись водорода и гидрохинон, которые накапливаются в специальных резервуарах. При необходимости оба вещества поступают в специальную капсулу и разогреваются до высоких температур, вследствие чего происходит выстрел едкой химической смесью, сопровождающейся хлопком, что тоже отпугивает нападающего. Причем происходит не один выстрел, а целая канонада. Но в свою очередь, кроме защиты от хищников, этому насекомому периодически нужно спускать смертоносную жидкость наружу, ведь иначе жук просто взорвется. Длина тела бомбардиров колеблется от нескольких миллиметров до 3 сантиметров, а распространены они повсеместно, кроме Антарктиды, но чаще всего встречаются в южных широтах. Богомол, цветок дьявола, является самым большим богомолом в мире. Самки достигают в длину 13 сантиметров, а самцы около 10. А пол насекомого можно определить по брюшку. Самцы имеют 8 сегментов брюшка, а самки 6. Их окрас бывает абсолютно разнообразных цветов, от розового до желтого к белому, что позволяет им в природе сливаться с окружающей средой подобно хамелеону, например в цветах орхидей. Богомолы являются хищниками, и их охотничий стиль обычно заключается в неподвижном сидении, пока их жертва не приблизится в пределах досягаемости. И как только это происходит, коварный богомол с молниеносной скоростью вскидывает свои предплечья, чтобы поймать мух, жуков, и даже в некоторых случаях небольших птиц. Обитают эти насекомые во влажных тропических лесах северо-восточной Индии, Таиланда, Малайзии и Суматры. Австралийский мотылек. Для всех далеко не секрет, что Австралия легко могла бы участвовать в конкурсе «Угадай страну по фотографии». Но где еще можно выйти на улицу и сразу же наткнуться на огромную невиданную тварь? Австралийский мотылек является крупной ночной бабочкой из семейства древоточцев и считается самой тяжелой в мире, имея вес до 30 грамм и размахом крыльев около 25 сантиметров. Честно говоря, существо не очень симпатичное и довольно пугающее, и имеет длину около 15 сантиметров. Его фото и видео в интернете не на шутку взбудоражило пользователей, которые приняли это насекомое за мутанта. На самом деле его устрашающие щупальца являются полыми трубами большого размера, которые покрыты ворсинками. Они необходимы самцам для привлечения самок, ведь с их помощью мотылек распространяет феромоны. Живут эти насекомые, как и все мотыльки, недолго. Вскоре после спаривания и откладывания яиц, гигантские древесные ночные бабочки умирают. Гигантские водные клопы могут достигать в длину целых 17 сантиметров и относятся к семейству белостоматидов, которое отличается от видов других семейств тем, что задние ноги у них предназначены для плавания, а не для ходьбы. Передние же ноги сильные, крупные и несколько короче по сравнению с другими, на концах которых расположены крючки, похожие на когти, и служащие прекрасным инструментом для захвата и удержания добычи.
Как ни странно, это существо идеальный папа, который носит свое потомство в виде яиц на спине, в количестве около 100 штук. Обитают эти гиганты в тропических странах, в странах Южной Америки и Юго-Восточной Азии, и являясь самым настоящим хищником, под их размеры и добыче нужна соответствующая. Например, улитки и черви, рыбы, и даже мелкие черепахи. Сначала они парализуют свою жертву ядом, вводя в нее свой хоботок, а затем высасывают всю жидкость из тела. Людей же эти клопы кусают чаще всего за пальцы ног во время купания. Укус же является абсолютно безвредным, но крайне болезненным. Скорпионовая муха, или скорпионица обыкновенная. Несмотря на свое устрашающее название, существо является совершенно безобидным для других насекомых. А назвали ее так потому, что у каждого взрослого самца на заднем конце туловища имеется самый настоящий скорпионовый хвост. По крайней мере, он так выглядит, и служит для того, чтобы крепче удерживать самку при спаривании, то есть по факту это гениталии насекомого. Обитает скорпионица практически по всему миру, и как установили ученые, живет на планете уже миллионы лет, начиная с эпохи Мезозоя. Эти мухи обычно селятся в живых изгородях, в крапиве и других зеленых насаждениях, а питаются исключительно мертвыми насекомыми, которых достают из густых зарослей или паутины. Взрослые особи достигают в длину около 35 мм, и чаще всего их можно увидеть с мая по сентябрь. Считается, что скорпионовые мухи были прародителями большинства живущих в современном мире мотыльков и бабочек. Бразильская горбатка. Особенность данного насекомого заключается в небольших размерах и нестандартных формах, ведь само название «горбатка» сформировалось за счет неровностей на спине. Отростки, расположенные на ее теле, могут принимать абсолютно различные формы, в частности горбы и шипы, шары и гребни, да практически все что угодно. Все эти неровности являются преобразованными крыльями, и порой превышают размеры самого насекомого, а просто фантастический окрас тела служит ему отличной маскировкой в дикой природе. Примечательным фактом является то, что самцы и самки одного вида могут иметь разные формы своих отростков. Взрослая особь имеет длину около 2 см, и благодаря своему сюрреалистическому виду и специфическим наростам, насекомое легко отпугивает смертельных врагов. Ведь таковы суровые реалии природы: чем уродливее и страшнее ты выглядишь, тем больше у тебя шансов выжить. К ближайшим родственникам бразильской горбатки относятся всем известные цикады, а средой обитания насекомого является практически весь мир, кроме территории Антарктики. Красный бархатный муравей. Насекомые принадлежат к классу мутилидов, и на самом деле являются не муравьями, а осами-немками. Их женские особи не имеют крыльев, и внешне напоминают гигантских мохнатых муравьев, которые окрашены в черный цвет с яркими оранжевыми, красными, желтыми или белыми полосами. Обитают эти ребята в регионах Латинской Америки, а также встречаются в центральной области Чили, и наделены крайне длинным и острым жалом, которое в свою очередь обладает опасным и сильным токсином, который с нескольких укусов может убить даже корову. Из-за этого местные жители прозвали бархатного муравья убийцей коров. Семейство этих ос-немок является очень древним. Ископаемые образцы этих насекомых были обнаружены в янтаре, возраст которого исчисляется в 40 миллионов лет. Насекомые этого вида являются крайне ленивыми и безответственными родителями, предпочитая перекладывать проблемы о заботе и пропитании потомства на плечи других, откладывая яйца прямо на личинках своих жертв. Появляясь на свет, новое потомство начинает вести себя так, как и их родители, в духе захватчиков, поедая слабые личинки тех, кто был вынужден их приютить. Если понравилось видео, жми на лайк. Также буду очень благодарен всем, кто нажмет на колокольчик, так как вы первыми узнаете о новинках на канале. Напишите в комментариях, какое насекомое вам понравилось больше всего. И спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи.